Овны, приветствую вас, мои хорошие. Для вас, по вашим просьбам, я сниму расклад урожай. Непосредственно, как вы понимаете, это приурочено к празднику Мабон или ко дню осеннего равноденствия, который мы отмечаем 23 сентября в 2022 году. Это языческий праздник, который указывает на перехода от лета к зиме, подготовка, то есть это сбор урожая, это собрать свои ресурсы, подготовиться к тяжелому периоду, к холодной зиме. Ну и, соответственно, подвести итоги. Итоги, которые помогут вам разобраться в текущем положении вещей, ну и уже грамотно составить планы на будущее. Итак, для вас расклад урожай. Посмотрим, какой же урожай вы собрали за этот период. С имболком, то есть с начала года, да, и по Мабону. Итак, начнем с вами. Откуда вы черпаете свои жизненные силы? И здесь у нас ложится аркан Маг. По Магу вы черпаете свои жизненные силы в первую очередь от самого себя. Особенно, когда у вас получается все структурно, когда вы можете контролировать любые процессы, руководить любыми процессами. Более того, когда вы повышаете свою экспертность, свою значимость, вы являетесь независимыми, для вас это крайне важно. То есть свою энергию вы черпаете из своей самодостаточности. Безусловно, у кого-то это идет не только через индивидуальную реализацию, у кого-то это в первую очередь от наставника, потому что по магу могут проходить люди, которые вас ведут по жизни, чему-либо обучают, являются наставником. Ну и здесь в прямом смысле слова у кого-то от эзотерики, потому что все-таки это карта мага. То есть черпать силы, получать силы через эзотерические практики. Духовные, либо практики, либо мантические системы. Но аркан указывает, что вас это влечет, у вас это манит, вы этим интересуетесь, для вас крайне важен духовный личностный рост, и вы к этому всегда прикладываете массу усилий. Но основное посыл по этому аркану – это вы сами. Когда у вас что-то спорится, у вас энергия возрастает десятикратно. Вот если вы все контролируете, если все идет по вашему плану, то вам не будет равных. Нужно определить ваши слабые стороны за этот период. Имболк у нас начинается с 1 февраля в этом году, то есть какими были ваши слабые стороны вот с февраля по 23 сентября. Ваши слабые стороны. Шестерка чаш. Это эмоциональная привязанность к местам, к людям, вещам, событиям. Как ни странно, к родине, к близким. То есть вы очень сильно эмоционально, знаете, как ставите себе якоря на прошлое, на то, чем вы любите, чем вы живете. Ну, безусловно, как любому человеку, крайне сложно от этого отказаться. Но жизнь вносит свои коррективы, и у многих этот год просто сумасшедший. Могу сказать так, поставил вам все с ног на голову. Так вот, здесь нужно как раз прорабатывать эту привязанность от чего-либо. То есть для кого-то это уходить со старой работы, идти в новое. Для кого-то отказываться от прежнего места проживания, уезжать на новое. Отказываться от прежних отношений, либо осознавать, что ваш социум, ваши друзья, ваше окружение, я не говорю, что все, ну, может быть, кто-то частично, тянет вас на дно, что нужно менять свои привязанности, нужно менять свой быт, свой устройство, свой образ жизни. Как бы странно ни прозвучало, но это так. Дальше, ваши сильные стороны. Это ваша энергичность. Туз жезлов, это называется «вижу цель, не вижу препятствий». И более того, этот период вам показал, что какими не были бы тяжелыми времена, вы всегда знаете, как из хаоса все стабилизировать, как создать новые идеи, новый жизненный цикл, как адаптироваться к ситуации. Потому что вы можете упорядочить вот этот хаос вещей, хаос событий, которые происходят вокруг вас. Ну и как следствие выстроить для себя грамотно зону комфорта. Так, что на самом деле, точнее, за что на самом деле вы должны быть благодарны вот этому прошедшему периоду с февраля по сентябрь, да, либо с предыдущего языческого праздника Имболк
Помабон. И как мы видим, здесь паж жезлов. Паж жезлов, здесь изображена дорога. То есть это новые пути, это новые возможности, это новые социальные связи. И как бы это странно не прозвучало, но это ваше любопытство. Любопытство, которое вас толкает на новые свершения, открывает новые возможности, новые двери. И причем это любопытство может отобразиться в любых ипостасях, будь то изучение новых языков, или вы для себя исследуете новые страны, или вы себя пробуете в новой профессии, или вообще по этому аркану это, в принципе, знаете, как отбросить все старое, уйти в новое. Да, опыт за спиной, за плечами у вас есть. У вас есть инициатива, более того, у вас есть соратники. И вот именно это как раз то, что вы приобрели за вот это, скажем так, полугодие. Потому что здесь, как показывают арканы, это воспрять духом. Паж жезлов, это, знаете, несмотря на любые ситуации, есть этот эмоциональный запал, есть этот посыл. И вы готовы жить, творить, любить и двигаться дальше. Над чем вам еще нужно поработать? Пятерка мечей. Пятерка мечей – карта потерь. Карта конфликта. Ну и в текущих ситуациях, я не могу сказать, что для всех, но все-таки для многих, это карта боевых действий. Так вот, над чем нужно поработать. Я не говорю, что смириться с этой ситуацией, но тем не менее принять ее и адаптироваться под ситуацию, под обстоятельства. Не лить слезы, не сетовать. Опять же, постараться проработать свою конфликтность, проработать желание, может быть, кому-то в чем-то насолить, отомстить. Ваша задача состоит не в этом. И тем самым, если вы будете жить таковыми эмоциями, вы себя будете сами разрушать. У кого-то еще по этому аркану, это, знаете, благодарность за то, что вы вообще сами по себе готовы адаптироваться к любым ситуациям, к любым сложным моментам. Потому что пятерка мечей, несмотря на то, что вас пытались сломать, но вы выстояли. Да, может здесь быть понижен ваш энергетический запал. Но, тем не менее, вы продолжаете жить дальше, двигаться дальше. И дальше пытаться находить прекрасное в текущем моменте. Так, далее. Каким был главный кармический урок прошедшего периода? Королева мечей. Вот, интеллект – это раскрытие ваших интеллектуальных возможностей, ваших талантов, вашего потенциала. И сохранять холодный рассудок при любых ситуациях. Расчет, рассудительность, стратегия. То есть здесь ваш интеллект, не могу сказать, что работает на пределе своих возможностей, но действительно очень важная кармическая задача по этому аркану. Это, знаете, как продумывать наперед, продумывать глубже, продумывать более детально. Прописать себе план А, план Б, то есть чтобы вы могли быть адаптированы абсолютно к любой ситуации и не зависеть от обстоятельств. И более того, по этому аркану это в какой-то степени проходить кармический урок посредника, дипломата, политика, переговорщика. То есть когда вам нужно примирить несколько сторон. Потому что по этой карте у вас есть такт, у вас есть дар дипломатии, потому что королева мечей – это еще умение доносить мысли оппонента, там, третьей стороне, третьему лицу, умение структурировать вопрос, либо донести то, что человек хочет понять, услышать, то есть либо переформулировать, перефразировать чье-то изречение, то есть донести истинный посыл, то есть в этом вам нет равных. Далее, какой кармический урок вам предстоит пройти в рамках следующего полугодия? Ох, по колесу фортуны, сам по себе аркан кармы. Ой, у многих эта ситуация может повернуть жизнь на 180 градусов, потому что это и переезды, и перемещения, и кардинальные перемены в социальном статусе, потому что здесь это как улучшение качества жизни, как вопросы прибыли, то есть кто-то, допустим, развелся, кто-то вышел замуж, потому что изменить
изменить кардинальным образом все. Но я сейчас даже специально дотяну вам еще сюда один аркан. Видите, колесо фортуны и десятка мечей. То есть по этим арканам, во-первых, кармический урок. Называем вещи своими именами, но это избежать вопросов смерти. И другое, это уметь оставлять с легкой душой, с легкой совестью все то, что вы потеряли. Все то, что нельзя восстановить. То есть, знаете, как отпускать легко, не привязываться. Вот то, что по шестерке чаш у вас есть основой ваших проблем, то есть вашей слабой стороной. Ну, жизнь, к сожалению, нам расставляет свои рамки, свои задачи. Так, далее. Смотрим с вами. Что вам будет помогать пройти этот кармический урок? По пятерке пентаклей это фаза кризиса. Это когда все сами, все ложится на ваши плечи, но вам некуда отступать. Потому что, знаете, кому-то некому возвращаться, у кого-то уже, знаете, как из серии потеряли все, нужно двигаться вперед. Потому что, ну, по принципу хуже уже не будет. Поэтому, что будет помогать, это вера. Вера в себя, в свои силы, в поддержку окружения, социума, близких. И самое главное, что вам будет помогать, вы понимаете, ради кого вы это будете делать. Потому что вот за вашими плечами есть все те, кого вам нужно тянуть, кормить, поднимать, обеспечивать, давать какие-то им гарантии стабильности, безопасности, уверенность в завтрашнем дне. Так, что вам будет мешать? По аркану мир. У многих это вопросы переезда, эмиграции и, как следствие, языковой барьер и адаптация к новому месту. То есть здесь, с одной стороны, как бы это легкость, ветер перемен, с другой стороны, это все-таки ситуация, которая накладывает свои ограничения. Потому что все вами привычное, накопленное, то, что вы, знаете, как далеко удерживали, знаете, как тут, как там пел этот Фунтик, с карамелькой за щекою, да? Так вот здесь могу сказать по этому аркану, это взять с собой самое ценное, самое необходимое и двигаться вперед. То есть, допустим, если вы с одной работы переходите на другую, оставить свою клиентскую базу, какие-то наработки, знаете, как налегке, легко, легкостью, видите, вы отпускаете. Вам придется это делать. Или если это отношения, то вы можете выходить из союза и оставлять все то, что вам было ценно. Возможно, я не говорю, что все там совместно нажитое имущество, нет. Но может быть какую-то его большую часть. Опять же, если вы куда-то переезжаете, вопросы иммиграции, то оставлять за спиной какое-то имущество, брать все самое ценное, все необходимое. Что, в каком еще? Допустим, если это вопросы здоровья. Да, придется отказываться от многого, от каких-то образа жизни, от образа питания, то есть отпускать. Это будет тяжело, но это необходимо. Хорошо, смотрим далее. От чего вообще вам нужно будет освободиться в рамках этого периода? Вот раз и навсегда. От чего конкретно? Ну, по аркану смерть. Видите, вот даже обратите внимание. Как-то сжигать мосты со старыми людьми, прежней ситуации. Ну, от чего отказаться, если у кого-то были вопросы, не дай бог, суицидальных мыслей, либо каких-то негативных настроений, негативных взглядов на жизнь, то не время. Знаете, как не время умирать, еще слишком рано. Поэтому думайте об окружении, думайте о том, ради чего вы живете, для чего вы живете, какую пользу вы можете принести миру, обществу, вашим близким, вашим родным. Более того, еще карты вам рекомендуют, что в рамках этого периода не время трансформации. Я сейчас больше говорю о вопросах, допустим, пластической хирургии. Если вы задумали себе на это полугодие, то лучше все-таки переждать до февраля 2023 года. А уже после этого вносить какие-то коррективы и по рекомендации с врачом производить хирургические вмешательства. Но это имеется в виду не то, что какая-то ургентная ситуация, да, срочно, а это именно плановая операция, где вы хотели себя улучшить. Еще что придется отпустить, если у вас была горечь потери знакомого или близкого человека, и вы длительный период были в трауре, не могли отпустить эту ситуацию, у вас было чувство вины, нужно отпускать. С этим нельзя жить дальше, это вас тянет на дно, это тянет вашу энергетику. Видите, нужно обрубать концы. Без этого просто никак. Итак, чего вы сможете достичь?
Чего сможете достичь? Вот это, наверное, одно из самых главных. По 4 жезлов наконец-то стабильности, праздника, радости жизни, умиротворения, нового статуса. То есть для кого-то это создать семью, выйти замуж. Либо по 4 жезлов это в первую очередь купить жилье, или там успешно вы продали жилье, или завершить ремонт, завершить какие-то вопросы перестановок, или там, если у вас были сложные взаимоотношения с соседями, то это вопросы примирения. Это вопросы примирения с близкими, это вопросы воссоединения семьи. Это в целом, наконец-то, почувствовать зону комфорта, вкус и радость жизни. То есть это немаловажно. Кстати, еще хочу уточнить этот аркан. Сейчас объясню, почему. Видите, туз чаш. Хотела спросить, потому что многие знают, что сейчас находятся в эмиграции, причем находятся вынужденно. И я спросила, будет ли для кого-то это ознаменовано возвратом домой, родные пенаты. Для кого-то да, потому что 4 жезлов и туз чаш. Но могу сказать, это очень-очень небольшой процент. Почему? Потому что по этим арканам это все-таки обрести счастье на новом месте. Это для многих новый дом, у кого-то новая семья, новое место жительства, новая работа, новая реализация. И, знаете, наконец-то, как говорю, новый вкус жизни, причем который действительно для вас будет значим. Общий совет на этот период. Научитесь жить полной жизнью. Несмотря ни на что, ни на какие ситуации, катаклизмы, происходящие в мире. Жить, любить, радоваться, быть открытыми, быть добродушными, получать эмоции, удовольствие от каждого прожитого дня. Если есть такая возможность, то больше путешествовать, больше впитывать в себя новых знаний, культуры, знаете, как новых границ, потому что по этим картам, если посмотреть, это вот прям ловить на ходу информацию, новые впечатления, новые возможности. То есть наполняйте свою жизнь по возможности, каждую минуту чем-то новым. Воодушевляйтесь и получайте, в принципе, знаете, радость от того, что вы делаете. Вот такие основные рекомендации для вас по этому раскладу урожай. Что мы можем сказать? Вы очень сильны духом, если мы так подытожим, подрезюмируем. Да, как у всех, есть недочеты, над которыми нужно работать. Это эмоциональная привязанность, и это в чем-то ранимость, обидчивость, зацикленность на каких-то моментах, от которых нужно избавиться. Период, конечно, видите, особенно начало года, предстоит тяжелым, нелегким, но оно того стоит, потому что обратите внимание, к какому вы придете результату. Поэтому искренне от всей души, пусть у вас будет только все самое лучшее. Достижение цели, успех, удача, счастье, здоровье и благоденствие. Это искренне от всей души. Я уверена, у вас все непременно получится. Я вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.